Всем привет! С вами снова я, Тая Божья Коровка. И сегодня мы с вами будем вязать вот такие вот замечательные сердечки. Такие пухленькие, красивые, щекатые сердечки. Это схема одна, но разная пряжа, видите? И поэтому разный размер получается. Значит, вот это у меня пряжа джинс Ярнард 160 метров в 100 граммах. Тут хлопок с полиакрилом напополам. А вот это маленькое сердечко, это получилось у меня из вот этой пряжи на Канини Baby в 100 граммах 425 метров. Это чистый акрил. Видите? И оно в хлопке видно, как красивые эти рядочки все, а здесь более оно так сглажено все, акрил. Но все равно очень красиво получается. Поэтому такие сердечки можно вязать из любой пряжи и даже любого цвета. Смотрятся очень красиво, даже зелененькие, желтенькие, самые разные. И вяжутся очень просто. И сейчас я вам покажу. Итак, вязать мы будем вот такое же сердечко из пряжи джинс. Нам понадобится крючок 1,6. Для этого сердечка я использовала крючок соответственный той пряжи, но немножко меньше, чтобы плотная вязка была. Чем плотнее вязка, тем красивее смотрится. И плотно набиваю. Значит, здесь я использовала крючок 1,1. Здесь 1,6. И холофайбер или любой другой наполнитель, чтобы нам его набить потом. Ну, поехали. Начинаем вязать мы с одного, точнее вот этого, и две половинки отдельно вяжем вот эти. Сейчас покажу, как первая вяжется, значит. Набираем или кольцо амигуруми, или во вторую петельку косички. Вот я делаю первую, провязываю. Раз, два, набрала. И теперь вот в эту первую петелечку мы вяжем 7 столбиков без накида. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Я вяжу в стык, поэтому я всегда делаю соединение рядов. Значит, берем первую петелечку, которую мы делали, делаем соединительную петлю и провязываем подъемную обязательно. Если же вы вяжете по кругу, то вам нужно отметить место, где начинается первый ряд, чтобы не потерять. И желательно считать петли, а иначе может получиться разный размер, не соответствующий нужному. Так, теперь мы сделали вот 7 столбиков без накида. Теперь нам нужно удвоить, сделать 14 столбиков без накида. То есть в каждую вяжем по 2 столбика без накида. Так, раз. И в эту же петельку еще раз. 2. Так, в следующую. Раз. И еще раз. 2. Вот. И в кругу у нас должно получиться 14 столбиков без накида. Итак, поехали. Раз, два. Как всегда, делаем соединительную петлю с первой петелечкой и подъемную. Вот у нас первый кружок появился. Это у нас второй ряд. Третий ряд у нас будет 21 столбик без накида. Это мы должны прибавлять через одну петлю. То есть в одну провязываем 2 столбика, в одну 1, 2, 1, 2, 1. Так делаем прибавление через одну петлю. Смотрим. Первый я всегда делаю без прибавления. Раз. А сюда делаем двойной. Вытаскиваем раз. И еще раз в эту же петельку 2. Вот. Видите, в одну петельку 2 это двойной. В следующую одинарный. Раз. В следующую двойной. Раз. Еще раз. Двойной. И вот так вот по кругу мы вяжем. В кругу у нас должно получиться 21 столбик без накида. Потом также соединяем и подъемная. Так, поехали. Вот мы связали раз, два, три, третий ряд.
Четвертый ряд мы вяжем без убавлений и прибавлений, просто по кругу, столбиками без накида до самого конца. Раз, два, три, 4, 20, 21. Соединяем с первой петелькой и подъемные. Так, мы связали 4 ряда. Пятый ряд, 28 столбиков без накида, прибавляем через каждые 2 петли. Точно так же, как здесь, только не через одну, а через 2. Первые 2 вяжем просто, раз, и следующую по одинарному столбику. А в третью петелечку двойной, раз, и еще один, 2. Вот. И так далее. 2 одинарных и двойной. То есть прибавляем через каждые 2 петли. В кругу у нас должно получиться 28 столбиков без накида. Итак, поехали. 5 рядов мы связали. В кругу у нас получилось 28 столбиков без накида. Теперь 6 и 7 ряд вяжем по кругу без прибавлений и убавлений по 28 столбиков без накида. Просто по кругу до самого конца. Вот такая заготовка у нас получилась. Вот, видите, половинка. Теперь здесь ниточку обрезаем. Так. Втаскиваем, подтягиваем. И нужно связать еще точно такую же одну половинку, вторую. Только ниточку не обрезать. Мы с помощью нее привяжемся сюда и продолжим вязать наше сердечко. Итак, вяжем сейчас вторую такую половинку по той же схеме. Поехали. Вот мы закончили нашу вторую деталь. Теперь берем 2 детали вместе. Вот в этом месте, где у нас хвостик, прикладываем к этому же вот так вот. И теперь 4 петельки нам нужно связать. То есть соединяем с вот этой здесь, протягиваем. Так, там мы соединили, пускай первая. Дальше провязываем вторую, третью и четвертую. Вот. Видите, это мы делали с изнанки. Вот так у нас получилось на лицевой. И теперь продолжаем. Вот мы закончили, видите, и продолжаем вот так дальше по кругу вязать. И это у нас будет 8 ряд соединительный. И точно так же 9 и 10 ряд мы по кругу вяжем без прибавлений и убавлений. Центр, ориентируемся, у нас вот здесь будет. То есть раз мы провязали вот до сюда, это первый ряд. Второй раз мы провязали до сюда, это второй ряд. И третий раз, так, это будет третий ряд, 10. Так, поехали. В каждую петельку столбиком без накида. Вот мы обошли первую половинку, дошли до соединения. И вот здесь вот, видите, хоть у нас петелькой соединяет вот эти вот 2, но мы их провязываем. Значит, сюда. И вот здесь у нас соединение есть, но мы сюда тоже провязываем. Если мы провяжем выше, у нас тут будет отверстие, дырочка будет видно. А так у нас здесь нету дырочки, и пошли вязать дальше. Точно так же и с той стороны будем делать. Вот. Видите, как получается. Поехали дальше. Вот мы доходим до конца наш 8 ряд. Вот одна петелька. И вот видите, здесь у нас соединительная. И вот тут вот мы начинали. И вот тут нужно ее немножко подколупнуть, а то она вниз торчит. И делаю соединительную. Вот у нас ряд закончился. Теперь точно так же продолжаем дальше
9 ряд и 10 ряд, без прибавлений и убавлений. Не забывайте или отметьте себе, где начало круга. Если вы вдруг потерялись, какой ряд вы вяжете, забыли, посчитайте. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Значит, с этой стороны тоже 10, так как я здесь уже провязала. Надо здесь теперь посчитать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. А с этой стороны 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Вот, значит, мне еще вот до сюда довязать. Это так высчитываем, чтобы вдруг мало ли не потерять, чтобы не сделать здесь меньше, а здесь больше, потому что потом будет видно. И так вот я довязываю до конца и здесь останавливаюсь. Вот мы связали 10 рядов. Вот видите, получилась у нас такая интересная фигура. Так, и теперь вот я остановилась на середине, где у нас соединялось. То есть это у нас середина ряда. Я теперь вяжу, да и до этого вот здесь, после того, как мы соединили эти две половины, я вязала не в стык, а по кругу, ориентируясь на середину вот здесь. И теперь вяжем тоже по кругу, не в стык, с 11 по 18 ряд включительно, делая убавление через каждые 5 петель. То есть просто вяжем, не останавливаясь, убавляя через каждые 5 петель с 11 по 18 ряд. То есть вот здесь я остановилась, теперь отсчитываю 5. 1, 2, 3, 4, 5 и вытаскиваю одну, со следующей еще одну и провязываю. Это у нас убавление. Снова 5. 1, 2, 3, 4, 5. Протаскиваю одну, еще одну и вместе. И вот так вот мы вяжем до 18 ряда, 18 включительно. Вяжите плотненько, чтобы не было видно отверстий, и через них потом холофайбер. Так игрушки смотрятся намного красивее и аккуратней. Итак, сейчас дойду до 18 ряда и покажу. Провязав 18 рядов, вот такая деталь у нас получается. Посчитайте с этой стороны, чтобы 18 было, и с этой стороны, чтобы было 18 рядов, чтобы вы остановились правильно. Или если вы отметили, где у вас центр, тогда вы и так знаете, сколько у вас рядов. На этом этапе нам нужно набить нашу деталь. Для этого я беру или карандаш, или вот палочку от суши, холофайбер и плотно равномерно напихиваю наше сердечко вот сюда и сюда плотненько. Так беру и запихиваю. Только равномерно смотрите, чтобы это самое. Если где-то что-то неравномерно, крючочком аккуратно подтяните вот так где-то, чтобы оно у вас красивое кругленькое было. Вот сейчас я набью и покажу. После набивки у меня получилось вот такое вот сердечко. Так, вот здесь я не набиваю плотно пока. Я везде набила плотно, вот здесь нет. Чтобы когда я буду вязать, мне холофайбер не мешал, иначе он будет белыми такими пятнами, здесь некрасиво. Так, это у нас связано 18 рядов. Теперь 19, 20 и 21 ряд мы вяжем столбиками без накида, убавляя через одну петлю. Это получится у нас до самого конца. Но прежде чем довязывать до самого конца, дойдете, когда уже будет такое маленькое отверстие, и вот здесь вот добьете хорошо, плотненько. Так, ну сейчас вяжем через одну петлю, убавляя. То есть первую провязываем просто столбик, вторую провязываем убавочную. Так, теперь снова просто столбик. Здесь нужно вязать плотно. Теперь снова убавочную. И вот так вот 3 ряда нам нужно связать. Но я же говорю, где-то через 2 ряда
Я покажу, как его там набить. Вот я связала до 20 ряда, и 21 у нас будет заключительным, то есть мы свяжем вот этот с вами пиптик. И вот пока у нас такое отверстие осталось, вот тоненькой палочкой я холофайбером плотно набиваю, чтобы оно приняло нужную форму, вот так вот, чтобы потом оно не проваливалось нигде, чтобы было красиво. Итак, набиваем и смотрим. Вот я набила сюда до упора, здесь выровняла. Смотрите, чтобы у вас не получилось здесь ровно, а здесь выемка. То есть следите, чтобы все набивалось равномерно. И теперь вот последний 21 ряд вяжем. Можно вязать даже каждую по 2 убавочные, чтобы у нас вышел пиптик. Так, поехали. Вот я довязала, обрезала ниточку. Выводим наш крючочек вот так в серединку. Берем эту ниточку и затягиваем внутрь. Вот. И еще раз можно чуть дальше куда-то протянуть ее. Потому что если вы обрежете, она может некрасиво там выдернуться. Вот. И теперь рассмотрите его везде. Если где-то вот вам не нравится, что вот здесь вот вмятинка какая-то еще, берете аккуратно крючочек, просовываете. Только желательно не с пластиковой ручкой, а с железной, потому что пластик может быстро поломаться. И вот так вот холофайбер изнутри вот так подтягиваете сюда, к краю. Так, здесь немного. Так, смотрим, чтобы равномерно было. Ну, вот наше сердечко и готово. Такое милое, пухлое сердечко. Вот смотрите, это одна и та же схема, а это получилось чуть-чуть больше. Это я вязала намного плотнее, чем это. Видите? И уже разница ощущается, видите? Поэтому плотность вязки очень имеет значение. Плотные игрушки смотрятся красивее. Ну, здесь джинс, он, в принципе, плотность и так хорошо держит. Итак, если вам понравился мой мастер-класс, вы знаете, что делать. Подписывайтесь на мой канал. Еще я часто провожу на своей страничке всякие онлайн-мастер-классы, поэтому можете искать меня в соцсетях тоже как Тая Божья Коровка. Ну, я в основном ВКонтакте работаю. Итак, до новых встреч. Всем пока-пока. Всех с праздничками.